Всем привет! В очередной раз я приглашаю вас к себе на кухню для того, чтобы вновь поговорить о нашем незабываемом олдскуле и вспомнить самые интересные, самые любимые, самые незабываемые игры для этой замечательной приставочки Dendy. И в сегодняшнем выпуске Dendy Memories я бы хотел рассказать вам об игре, которая является для меня, наверное, самой значимой и выдающейся, поскольку именно с этой игры в прямом смысле слова началось покорение мною 8-битного пространства, потому что это была самая первая игра, которую мне довелось пройти в своей жизни, посчастливилось пройти в своей жизни. Итак, речь сегодня пойдет об игре, в которой играли, если не 99%, то 98% всех геймеров России. Это игра всеми известной знаменитой темно-крылой утке, она же Darkwing Duck, и он же Черный плащ. Итак, с игрой Черный плащ я впервые познакомился летом 1995 года. Буквально через месяц или через два после того, как мне наконец-то купили эту долгожданную заветную 8-битную приставку в лице вот этой вот китайской хреновины под названием Lipa 888, которая накрылась буквально через 3 или через 4 месяца после покупки, но не будем о грустном. Вот, было это, как вы, безусловно, догадываетесь, на той самой семиигровке, которая, безусловно, знакома вам по моему фильму «Проклятый серого слоненка», в которой помимо Черного плаща имеется Робокоп 3, Чудеса на виражах, Сталинград Рок-н-ролл и так далее. Эту семиигровку купил мой старший брат, и это был, наверное, единственный после той самой 4 девятки в одном, в которой мы с ним играли вместе и играли достаточно долго. Вот, игра «Черный плащ» бросилась в глаза нам в первую очередь потому, что мы оба видели тот самый замечательный мультфильм про Черного плаща, который тогда шел, наверное, около года. Он начал идти по каналу РТ в 1994 году, и как раз его уже многие знали. Такая своеобразная пародия на Бэтмена. Но на самом деле он нравился не очень многим. Гораздо больше нам нравились «Утиные истории», или «Чип и Дейл», или «Черепашки-ниндзя», но об этом тоже как-нибудь потом. Так вот, поиграли мы тогда впервые в эту замечательную игру. Было это в тот самый период, когда, играя в Черного плаща, для того, чтобы он прыгнул, нужно было посмотреть на джойстик, чтобы не перепутать кнопку, на которую, собственно, он и сделает тот самый прыжок. Такой период продолжался в моей жизни, наверное, месяца 2 или, может быть, 3. Когда нам удалось наконец-то пройти первый уровень, вот этот период, наверное, примерно тогда и закончился. Уже пальцы попривыкли и смогли различить, где А, а где Б, а где турбо, а где турбо Б. Вот, так вот, в эту игру мы играли со старшим братом первое время. Играли не очень долго, вернее, не очень много, потому что родители тогда не давали особо играть. Ведь я тогда, понимаете, готовился, так сказать, пойти в первый класс. Мне нужно было готовиться в школе. Это было последнее лето веселья, можно сказать, беззаботное, можно сказать, холостяцкое, если можно так выразиться. Вот. Мой братан тоже только закончил школу, поэтому ему все было до фонаря. Вот. И мы с ним то и дело, что играли, осваивали эту замечательную игровку, в частности, вот эту самую замечательную игру. При освоении этой игры, первое, что можно вспомнить, это то, что, понимаете, вот это чувство, когда вы проходите уровень, и когда вы понимаете, что вы прошли этот уровень. Это было такое достижение нереальное, такого не было больше никогда. Когда вот вы проходите первый уровень, вы проходите второй уровень, и здесь вы понимаете, что вот, да, вы дошли, вы сделали целых 2 уровня, понимаете, вы убили целых 2 главарей. Да, именно главарей, мы их называли только главари. Слово босс пришло уже с интернетом. Вот. И это было такое нереальное достижение. И вы рассказывали старшему брату: ты видал, вот я его прошел, ты представляешь, я прошел. Такой: да ты чё, нифига себе ты даешь. Вот, и мы с ним сидели. Эта игра, к сожалению, была на одного. И в основном, когда мы играли вдвоем, вы понимаете, что играл только он, да? Я в основном сидел, учился, так сказать, мотал на ус способы прохождения того или иного уровня, той или иной зоны. Вот. И родители нам давали играть немного. В частности, это аргументировалось тем, что приставка, как вы знаете, очень сильно сажает в кинескоп, просто охренеть как. И если вы поиграете в нее больше часа, то все. Ну, это кирдык, шайтану, узбек война, и телевизору полный каюк, в общем, наступит. Вот. И поиграв за... Сколько мы могли поиграть за час в игр?
Здесь всего 7 игр. Поиграть в черная площадка было только минут 40, чтобы пройти там пару уровней. Ну, мы тратили континуум, ну, что вы понимаете, да? Вот. Только с серии играть в Робокопа 3, матушка, мама говорит, все, вырубай, уже все. Все, у тебя глаза красные, потом зрение накроется, телевизор накроется, что я буду тогда делать, понимаете? Вот. И вот, оказавшись в такой безвыходной ситуации, когда времени мало, нас спасло то, что в середине лета, даже в начале лета, это было в июне, мы уехали с ним в деревню к бабушке. Естественно, мы взяли с собой эту приставку, взяли с собой этот картридж и долбили его там, когда родителей не было, и мы могли играть не 1 час, не 2. Ну, естественно, боялись, что бог сгорит, но об этом тоже вы все прекрасно знаете. Так вот, играя в эту игру, открывалось очень многое. В первую очередь, интересно были нахождения секреток. Вообще, слово секретка тогда еще не ходило в обиходе среди геймеров, по крайней мере, с теми, с которыми был знаком я, ибо все тогда только начинали осваивать деньги. Вот, и когда вы находили, стрельнули в секретную область, в обычную область, и вдруг открылся секретный проход со словом GO, вы видели, ни хрена себе, ты нашел, понимаете, ты нашел бонус. Это было невообразимо просто. В этом бонусе, если вам еще посчастливилось взять жизнь, так это вообще просто радости было полные штаны. Вот. Особенно я любил хвастаться перед старшим братом. Если вдруг я находил какой-нибудь бонус, а он еще об этом не знал, то потом просто, когда я перед ним сидел играл, я такой невзначай такой, опа, смотри, я открыл бонус. Он, ну ни хрена себе, ну где ты его нашел, ну как, все, я все знаю, ты ничего не знаешь, чтобы помалкивать. Вот, ну, понимаете, он на 8 лет старше меня, и поэтому подколоть его было святым делом, и не только для меня. Вот, так вот, в то лето мы играли в деревне на телевизоре бабушка, который уже давным-давно никому не был нужен, и поэтому мы не боялись его гробить, хотя и прекрасно понимали, что, скорее всего, ничего приставка ему и не сделает. Так вот, играли мы, наверное, примерно с месяц. И за месяц нам удалось покорить буквально, ну, наверное, чуть больше 4 или 5 уровней. Дело в том, что в этой игре, что примечательно для нее в первую очередь, что там уровни можно было выбирать. Первый уровень, естественно, всегда начинали с моста, а вот дальше вам уже предоставлялся выбор. И как такового второго, третьего уровня для нас не было. Мы иногда шли на канализацию, иногда мы шли в город. Но первый обязательно должен был быть мост, а там уже как повезет. И вот когда первые попытки, первые способы нахождения тактики против каждого главаря, когда в основном это, конечно, все Ветер, ну, мой старший брат, в основном это все ему удавалось. Он мне показывал, как пройти первых главарей, вот, ту же самую собаку водяную, она, по-моему, ее зовут Ликвидатор. Но мы по Алису тогда еще особо не читали, поэтому не будем о грустном. Вот, но когда, понимаете, когда вы прошли первые 3 уровня и вам открылись новые 3, вот это было просто взрыв мозга, понимаете? Вот это было такое, вот сейчас ничем так нельзя передать. Такое достижение, что такое не повторилось больше, я не знаю. После того, как я прошел черную площадку, такого, наверное, со мной уже не было. Вот именно то, что вы дошли, вы увидели 3 новых уровня, и это уже было достижение, и вы не имели права просто на этом месте или выключить приставку, или начать делать что-то другое. Если родители заставляли выключить приставку на этом месте, это вообще была катастрофа. Вот, и освоение каждого из уровней было просто нереально увлекательным. В первую очередь тем же самым нахождением боссов. То есть не боссов, а бонусов. Потом при поиске каких-то альтернативных путей. Например, в канализации очень долго мы не заходили в ту самую область, где можно взять целых 3 жизни. Потому что с оружием тогда еще тоже владели не особо. Обычно брали на первом уровне ту самую рассыпушку, которая без проблем убивала квагу. И мы ее оставляли на постоянку. Мы ее не меняли. Вот. А вот что можно было зайти в секретную область с помощью вот этой вот хрени, которая стоят такими костьми, которые прилипают к стенам, вот мы этим никогда не пользовались. Это мы нашли уже гораздо позже. Именно освоение вот этой вот фишки игры, оно пошло у нас не сразу. Хотя вот когда тоже на уровне, где город, где тоже можно с помощью этого самого оружия достать 2 жизни, вот мы тоже смотрели туда, и мы не понимали, вот как до туда достать, ну вот ты знаешь.
Даже когда у нас было это оружие, которое стреляло этими палками, мы не могли прыгнуть до наивысшей точки так, чтобы нажать выстрел в тот момент, чтобы эта палка смогла приклеиться к стене. У нас тоже это не получалось, и поэтому мы на это быстро забивали. Когда мы открывали новые 3 уровня, начинали играть, естественно, с того самого уровня стройки, где идет битва с Мориарти, если я правильно помню его имя, или Мориарти, ну, по-моему, Мориарти. Так вот, на нем тоже мы, по крайней мере, Ветер меня научил на нем тоже использовать, при прохождении этого главаря, тоже использовать именно это оружие, рассыпушку. Но фигня в том, что это оружие не давалось на этом уровне, и можно было его сохранить только если не брать с предпоследнего пройденного ни одного больше другого оружия. Таким образом, мы брали рассыпуху на уровне города, мы в основном играли ее 3-м, вот, и на уровне стройки из-за этого не брали ни жизнь, ни всякие вкусняшки, которые тоже были доступны с помощью этой палки. Вот. Но мы никогда не заморачивались с этим. Хоть и жизней было мало, да, их не хватало. И контейнеры тратились только так, но все равно я не знаю, кто ему об этом сказал, может быть он сам догадался, но вот он меня научил именно Мориарти всегда мочить с помощью рассыпухи, потому что ты повисаешь на этом крюке, ты швыряешь вниз рассыпуху, он бегает туда-сюда, тебя не видит, и если ты правильно уворачиваешься от огней, то ты его без проблем завалишь. Вот, после этого уровня мы выбирали в основном лес. Мы никогда, вот не помню ни единого раза, ну, один, может быть, и помню, но не более того, чтобы мы именно выбирали после уровня этой башни стройки, чтобы мы выбирали уровень, где идет главный главарь Мегавольт. Я не знаю, что это типа Донки или что-то в этом духе, там видно корабль. Вот, и всю тактику, наверное, на главарях в основном мне показывал Ветер. Я не помню ни одного главаря, чтобы я сам до меня дошло, как его мочить. Просто, когда мы проходили Черного Плаща, в основном, как вы понимаете, играл он. И ему, безусловно, открывались все новые уровни первее, чем мне. Ибо он был старше, если мы вдвоем, то он обязательно играет первый, вы же понимаете. Я должен ждать свою очередь. Вот, оружие, как я уже сказал, мы вообще не меняли практически. Молнии вообще никогда не брали. Палки только уже, наверное, когда уже прошли игру и на последующих прохождениях нам уже удавалось как-то их более-менее адекватно использовать и брать ими с помощью них те самые жизни. Вот, поэтому, но именно как оружием конкретно мы им никогда не пользовались. Мы им пользовались только для того, чтобы достигать различные такие закрытые участки. И ходили по всей игре именно с рассыпухой. Всех главарей, которых только можно было валить рассыпухой, мы валили именно ей. Вот, и так продолжалось, вы знаете, наверное, где-то месяца 2. Мы пробыли в деревне где-то до середины лета, ну, месяц или 1,5, может быть 2. И тогда нам удавалось дойти до самого предпоследнего уровня. Когда мы проходили лес и убивали Бушрута, мы доходили до Мегавольта, и дойти до Мегавольта даже нам удавалось далеко не часто. Вот. Но вот где-то, когда пришла пора ехать домой, мы загрузили приставку. Папик, естественно, завозмущался. Он говорил: вы что, издеваетесь, а мне посадить телевизор. Мы ее привезли в деревню, пусть на тур, приезжайте сюда, играйте, сколько вам сука хотите. Мы, разумеется, такое сокровище не имели права оставить в деревне, потому что, когда так, мы приедем домой и будем целыми днями думать только о том, чтобы мне, по крайней мере я, думали о том, чтобы в нее поиграть. Я буду разговаривать с друзьями, они мне будут хвастаться, какие новые игры они играли, а моя приставка вообще черти где, и кто я вообще такой, понимаете? Вот, и поэтому мы все-таки взяли ее с собой, и когда мы приехали, в основном теперь уже начинал играть я. Ветер частенько уходил на свои гуляния, все такое, вот, девчонки, тыры-пыры, вот, а я сидел за приставкой, и тут уже наконец-то мои навыки начинали как-то проявляться, начинали как-то работать. Но все равно, максимум, что нам удавалось с ним в паре, это дойти до последнего уровня. Понимаете, вот тот момент, когда вы доходите до последнего уровня, когда вы видите вот этот самый последний мигающий значок Help, ну, это, ни с чем это нельзя было сравнить. Это было такое достижение, понимаете? Вы могли гордиться тем, что вы это сделали. Вы могли рассказывать друзьям, что, представьте, я дошел до туда.
это было в те времена, когда в жизни еще нечем было гордиться. Мне было всего 7 лет, понимаете? И вот то, что я дошел до последнего уровня, я убил всех главарей, и я уже там, вот этим можно было гордиться 100% и сколько угодно. Вот. И когда мы с Ветером доходили до 7-го уровня, это был корабль, на котором главарем выступал Стальной Клюв. Он нам казался очень сложным, ну, в принципе, это предпоследний. И он тоже, наверное, я не знаю, вот я не могу сейчас точно сказать, сколько именно нам понадобилось времени на то, чтобы его пройти, но я думаю, так недели 2, не меньше, чтобы преодолеть именно 8 уровень. Мы играли каждый день, может быть через день, но играли не только в Черного Плаща. Поскольку на этой семиигровке было больше игр, мы играли и в них, безусловно. Вот, и когда наконец-то нам удалось дойти до самого Стального Клюва, мы еще не знали, что там будет Стальной Клюв. Лично я был немного разочарован тем, что я вижу Стального Клюва. Хотя я тогда еще не знал, что это последний уровень, я думал, может быть, что там будет что-то еще. Но я был абсолютно уверен в том, что игра закончится битвой с антиплащом. И кто может быть еще более зрелищным врагом ЧП, как антиплащ, не правда ли? Вот. И когда мы дошли до Стального Клюва, ну это просто, я не знаю, ну вы представляете, ну вы только начали с ним биться, он уже вас убил. Вы только начали с ним биться, он уже вас убил. У вас уже нет континуум, и все, игра закончена. Понимаете, это была катастрофа. Тактику прохождения Стального Клюва ну, не могли разработать ни он, ни я. Ну ладно, я, но он. Ну просто, понимаете, вы только начали битву, на вас налетели яйца, они вас затоптали просто в хлам, жизни закончили, и все. И что делать? Ну, что делать? Пару раз попробовали, пару раз проиграли, а доходить было очень напряжно, и не всегда получалось дойти, понимаете? Это было событие. И поэтому мы плюнули, и Ветер пригласил домой одного своего хорошего друга, который был уже знаком с Дэнди, получше, чем, наверное, я, и получше, чем тоже Ветер. Вот, и он был известен тем, что он проходил Черного Плаща. И Ветер его пригласил и сказал: Пашка, вот пришел Денчик, сейчас он нам придет Черного Плаща, и мы увидим, как мочить Стального Клюва. Я говорю: да ты чё, ни хрена себе, давай. Мы сидели на диване, прилипшими глазами к экрану, как никогда прежде. Денчик достаточно профессионально проходил уровень за уровнем. Мы, естественно, чему-то учились, естественно, находили новые секреты, которые не знали, где располагаются. Вот, и когда он дошел до предпоследнего уровня, перед Мегавольтом его чуть не убил Бельчонок, у него был один удар. Никогда не забуду, как Ветер увидел, что на него несется Бельчонок, и дома, слава богу, никого не было. И он как заорет: Бельчонок, Денчик! Я не знаю, в ту же секунду он среагировал, естественно, он его убил, и потом Мегавольта замочил. Но сердце ёкнуло страшно, понимаете? Вот. И когда он дошел таки до последнего уровня, он прошел весь уровень, он прошел этих чертовых терминаторов, и он прошел того самого терминатора, который был перед выходом. Я его терпеть не мог, потому что его невозможно было обойти. Он начинал прыгать, тратил им удары, и нужно было дойти до него, имея как минимум 2 или 3 удара, да? И дошел он до Стального Клюва, и вы не представляете наше изумление, когда он абсолютно не прилагая никаких усилий. Он прыгнул на средний круг, он прыгнул на крайний круг, он зажал 2 кнопки Turbo B, и яйца начали просто все разлетаться туда и назад, понимаете? Он попадал в эти лампочки, яйца ничего не могли ему сделать, у нас обоих была отличная челюсть с Ветером. И он вообще абсолютно без проблем выманил Стального Клюва, и он начал бегать как сумасшедший по полу. Когда он бегает по полу, он не представляет абсолютно никакой сложности, никакой абсолютно. И если у вас есть рассыпушка, все, что надо, это прыгнуть вниз, потом опять прыгнуть на крюк, чтобы он выбросил этот чертов чемодан, которым он прикрывался. Вы кидаете рассыпуху, он бегает туда-сюда, и через пару-тройку ударов, через 15-20 секунд он умирает, и все. Мы, конечно, были в дичайшем изумлении с Ветером. Тогда мы сами увидели эту заставку, где он говорит, что типа: ты опять поломал мои планы, Черный Плащ, но я вернусь, тыры-пыры. Вот, и мы видели ту самую заставку, где ЧП едет на мотоцикле перед Луной. Я помню, что Денчик нам говорил, когда мы его перед тем, как пригласить, расспрашивали, что ж там в конце. Он говорит: там просто Черный Плащ едет по дороге и улетает на Луну. Ну, мы не представляли, как это выглядит, а когда мы это увидели, мы поняли, что вот он едет на мотоцикле, он бьется об этот камень и улетает, собственно, загораживает собой диск Луны. Вот, и после этого начались долгие и веселые деньки, когда мы начали проходить эту игру. Сначала он, потом я.
И это была тогда первая игра, которую я прошел. И поскольку это была единственная игра, которую я прошел, я только и делал, что проходил ее, чтобы самоутвердиться, вы же понимаете. Вот. И тогда я, находясь в таком эйфорическом состоянии, просто начал вести счет своим победам. И я помню, что примерно за 2 или за 3 месяца, играя в эту игру, мой счет дошел то ли до 27, то ли до 28 прохождения игры. Так или иначе, в общем, я стал в ней полным профессионалом. Но я был разочарован, вы понимаете? Я был разочарован в первую очередь тем, что я так-то не видел антиплаща. Но хочу вам сказать, что игра «Черный плащ» на Денди, это была та самая, наверное, единственная игра, о которой в детстве у нас во дворе ходило огромное количество баек. Ни об одной другой игры я не слышал ничего подобного, что мне рассказывали про Черного плаща. Если сейчас вспомнить, самое ржачное, конечно, это... естественно, все верили, что в конце есть антиплащ. Естественно, все верили, что в конце есть какой-то секретный уровень, который можно открыть, и там можно сражаться с антиплащом. Говорили, что это можно сделать, если проходить все 6 уровней в строго отведенном порядке. И если к последнему уровню собрать определенное количество жизней, то тогда после битвы с остальным клювом откроется секретный проход, вот та самая огромная типа дверь, окно посередине экрана, и оттуда выпрыгнет черный антиплащ и начнет вас валить. Говорили, что черного плаща можно найти, если самым невероятным образом на последней заставке, когда ЧП едет на мотоцикле по этой дороге и видит, горит луна, и если перед самым камнем, тютелька в тютельку, с точностью до миллисекунды вы нажмете прыжок, то тогда ЧП перепрыгнет этот камень, проедет до конца экрана и выйдет на секретный уровень, в котором в конце будет антиплащ, и с ним нужно будет драться. Мне это рассказывал не один человек, понимаете, эта байка была вообще известной. И я думаю, всех, у нас, по крайней мере, во дворе, всех, кто я знал, проходил Черного плаща, они обязательно говорили, что в конце вроде бы там действительно есть секретный уровень. Были такие, которые доказывали это с пеной у рта, и когда мы, находясь у кого-то в гостях, заставляли этого самого парня поиграть в Денди, в эту игру и пройти ЧП и показать нам секретный уровень, он говорил: да, без проблем, пацаны, легко, вы чё. Он брал, проходил игру, и вот тот самый момент, когда ЧП прям доезжал до камня, он нажимал прыжок у него якобы не срабатывал, он бился об этот камень и вылетал из седла, и он такой: ах ты, блин, вот не получилось, а теперь надо всю игру заново проходить, вы же понимаете? Ну блин, а времени-то уже нету, надо уже домой идти, ну пацаны, ну в следующий раз, да, вы понимаете? Вот, и поэтому никто так никогда и не увидел этого самого антиплаща. Понятно, что его там на самом деле нет, но это была неотъемлемая часть прохождения этой игры, тем более в те времена, когда Денди только начинала свое развитие среди всех моих друзей. Вот, и сейчас, вспоминаю об этом, естественно, невозможно. Самое главное, вот, что, к сожалению, уже нельзя повторить, это вот это вот ощущение нельзя возродить, когда прохождение каждого уровня действительно было достижением. Это было неимоверное чувство гордости, вас переполняло за прохождение каждого из них. Вот. И об этом, понимаете, мы могли рассказывать часами своим друзьям, и они смотрели на вас и думали: да, блин, это круто, действительно. Сейчас, конечно, играя в ЧП, пройти его не составляет никакого труда и не вызывает уже, к сожалению, тех эмоций. Но я надеюсь, что в моем рассказе, с которым я вам сегодня поделился с вами, какие-то из этих эмоций все-таки вы смогли вспомнить и, может быть, заново ощутить. Я очень на это надеюсь. В общем, это были Dendy Memories. Я рассказывал вам об игре «Черный плащ». Спасибо всем за внимание и играйте в Денди.